Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. Сегодня я вновь буду делать что-то из ничего и пытаться на этом заработать. Я только что закончил снимать этот выпуск и хочу вам сказать, что его стоит посмотреть до конца, потому что сюжет приобретет неожиданный поворот. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что, несколько часов назад на канале вышло новое видео, а я уже отправился реализовывать следующую свою идею. Но у меня есть одна задача, которую нужно решить в начале. И давайте я вам покажу, что это за задача. А вот такая вот задача не задача. А что самое интересное, у меня нету даже щетки, чтобы сметать снег с машины, а про лопату я вообще молчу. Вижу цель, не вижу препятствий. Сейчас будем пробовать договориться, позаимствовать лопату на некоторое время. День добрый. Добрый. У меня такой вопрос, нестандартный, может быть, несколько. Мне машину закопали, стоит припаркованная у тротуара. Я хотел лопату попросить минут на 10. А вы можете пока передохнуть? Ну да. Спасибо большое. Почаще подходить. Договорились, хорошо. Так, часть миссии выполнена. Лопата найдена. В общем, блин, погнали откапываться. Рюкзак сваливается. YouTube потом выложите? Именно так. Серьезно? Абсолютно. Уже по традиции выпуски начинаются в Леруашечке. И сейчас мне необходимо купить комплектующие для реализации моей идеи. Так, поскольку это выпуск из серии «Бизнес без вложений», то я решил, что будет не очень правильно, если я все куплю в магазине. И не очень интересно. Поэтому моя идея немного трансформировалась, и я сейчас помчу в мастерскую ее реализовывать. И сейчас еще хороший вопрос, как я смогу заехать на участок. Потому что его никто не чистил, а я все эти дни монтировал. Так, и заехать-то я заехал. А потом надо будет отсюда как-то выбираться. Но мы будем решать проблемы по мере их поступления. Приехал и не дает мне снимать тут. Так что завтра, может быть, выйду. Надо сказать ему огромное спасибо. Он мне помог расчистить площадку. Так что теперь можно тут спокойно разворачиваться, заезжать, выезжать. Блин, я, короче, запикивал твои матюки. А поскольку запикивал, я их уже... в последний момент, то есть это было где-то уже там 3-4 утра, когда я их запикивал. Естественно, я уже не высматривал полностью весь ролик, потому что, я бы тогда вообще не спал сегодня. Ну и в итоге, я сегодня после публикации его пересматриваю, и там два момента таких там смачных. есть парочку, да. Да, два момента прям реально. Короче, хватит материться, блин. А покупать в Леруа я сегодня не стал деревяшки по одной простой причине. Помните мой багажник на машине? И у меня... остались вот такие вот реечки, из которого я его, собственно говоря, делал. Остались они потому, что в одном из роликов я тоже об этом говорил. Я иногда считаю так себе и обычно считаю в большую сторону. На всякий случай, с запасом, короче. Поэтому сейчас я их достану и буду пробовать из них что-то сообразить. И на сегодня, как я говорил, задача предельно простая. Понять, как это все дело делать. Как это все будет собираться, на что это все подвешивать. В общем, сегодня надо понять все технические детали, чтобы завтра можно было за день все, как я люблю, быстренько это все сделать. Быстренько это все не сделать, да, Саня на самом деле прав. Кстати, вот камера была выключена, и Саня сказал, что эти реечки ему нравятся. А я на самом деле изначально задумывал делать немного из других. И сейчас объясню почему. У этих реек, у них завальцованный край. И для того, чтобы... как сказать, когда будешь это соединять, как это правильно сказать?
Короче, если край бы у реек был прямой, можно было бы их соединять просто в торец под углом как бы 90 градусов. А здесь, чтобы получилась аккуратная коробочка, мне придется делать запил под 45. А это, ну, такая себе задача, короче. Сейчас буду экспериментировать. С рейками, которые были бы без завальцовки, было бы проще. Да. Такие там комментаторы. Купи рейсмус, купи то, купи такой станок, секой. Простые все вообще, как это, два пальца. Ну, как сказать, правда-то в их словах есть, конечно, с рейсмусом, с фуганком, с распиловочным станком. Конечно, ты можешь выполнять больше операций, Конечно. это будет быстрее, там, да, четче, правильнее, не знаю. Но это все как бы вложение, а у нас-то концепция, у нас, уже у нас говорю. Без вложений. Да, в общем, у меня-то концепция это минимум вложений, поэтому станочный парк пока к закупке не планируется. Жрешь ты больше, чем снимаешь. Я, кстати, мельком, да, больше, чем работаешь, по-моему. Дугнул. Что-то такое. Типа того. Да, я мельком видел этот комментарий. У меня концепция такая, что ты приехал в Леруа, купил рейки, купил светильник, приехал, просто даже нет у тебя торцовки, да и по барабану. Напилил ножовкой, как тебе надо, собрал По коробочку. 45 ножов. Ну хорошо, можно, это я хочу заморочнуться, потому что, мне нравится. Можно купить рейки с незавальцованным краем, и там не обязательно пилить под 45, ты же понимаешь. Саня мне помог разработать концепцию, но есть еще ряд вопросов, ответить на которые только предстоит. Поэтому на сегодня все. Всем пока. Все? Да. Я вчера в итоге не стал чистить снег, когда вечером приехал домой, и просто накатал себе в сугробе колею, так скажем. И вопрос, не придется ли мне копать лопатой сейчас? Ну что, проверим? Добрый день! Вы далеко не уходите, возможно, мне сегодня тоже придется откапываться. Да ладно, шучу, надеюсь, что выйду. Нет времени до конца прогревать машину. Ну что, будем пробовать выехать? Так, сейчас пропустим машину. И попробуем. Еще одна. Ну давайте. На изи, как говорится. И я, конечно же, сейчас поеду в мастерскую, но сначала мне необходимо отправить светильник победителю розыгрыша, который проходил в ролике про светильник из фильма «Джентльмены». Сейчас отправлю светильник, и у меня возникла еще одна идея. Посмотрим, получится ли ее реализовать. Поэтому я приехал в СДЭК, чтобы это сделать. Здравствуйте, да, я хочу отправить посылочку, и у меня есть вопрос. Есть ли у вас досочки какие-нибудь от обрешетки, от палетов? Супер. Так, я отправляю светильник в город Ярославль. И вы сама здесь все это таскаете? Все эти тяжести? Да, мне вот сейчас надо это все вытрясти, блин. Обалдеть. Ну что, я избавил хрупкую девушку от необходимости тащить на помойку самой эти деревяшки. А что я из этого сделаю, скоро узнаете. Погнали в мастерскую.
Как это часто бывает, я стою на переезде. Но суть не в этом. Блин, сегодня ночью произошло большое для меня событие, и нас уже больше 1000. Друзья, спасибо вам огромное, что смотрите. Спасибо вам, что ставите лайки, и спасибо вам отдельно за то, что комментируете. И очень часто пишите какие-то отдельные комментарии. В общем, спасибо большое. Еще вчера здесь стоял стол и этажерка. Стола, как видите, уже нет. Его сегодня у меня забрали и забрали еще кое-что. Но это тема для выпуска, где я рассказываю про свою серийную линейку мебели. А я сейчас приехал в мастерскую и хочу закончить светильник, который мы вчера начали делать с Саней. А потом я возьмусь за реализацию проекта, идея которого ко мне сегодня пришла по пути в мастерскую. В общем, погнали. Вчера нам удалось разработать основной конструктив светильника и даже собрать его частично. И после того, как мы его собрали, мы столкнулись с одной задачей, с одной сложностью или проблемой, не знаю, как это правильно назвать. А смысл ее заключается в том, что поскольку светильник длинный и основание у него не очень жесткое, то получается, что в средней части он здесь провисает. Я думаю, что вот я могу пальцем его просто легко сюда выдавить, и вам это будет хорошо видно. И, соответственно, эстетически это смотрится не очень. И вчерашний день завершился на том, что надо было придумать, как решить эту задачу. Но могу сказать честно, решение этой задачи пришло еще вчера, но вчера уже оно пришло по пути домой. И идея достаточно простая, она заключается в том, с чего я сегодня день начал. Это я напилил вот такие вот заготовки, которые будут установлены 2 по краю. Одна будет установлена по центру. Соответственно, за крайние вот эти вот части будет крепиться светильник к подвесам. А на центральную часть будет установлена вот эта вот скоба, которая идет в комплекте со светильником. И, соответственно, центральная часть светильника просто-напросто в нее будет защелкиваться. Тем самым мы уйдем от вопроса, от проблемы с провисом по центру. В общем, мне сейчас остается эти штуки здесь зафиксировать. И светильник будет практически готов. Готовый светильник вы увидите чуть позже. И как я уже говорил, по пути в мастерскую мне сегодня пришла еще одна идея, для реализации которой мне не пришлось покупать совершенно ничего. И чуть позже я приступлю к ее реализации. А сейчас я хочу поговорить про некоторые комментарии, которые были написаны не под роликом, где я помогал другу реализовывать его идею, а под роликом, где я рассказывал про свою серийную линейку мебели. И я хочу обобщить несколько комментариев в один, дабы кратко выразить их общий смысл. Очень много пишут о том, что чтобы заработать на том, что я делаю, необходимо закупить станки, организовать производство, нанять людей. Да и вообще то, что я не бизнесмен, а уж тем более не столяр. И в самом первом ролике я уже говорил о том, что это мое хобби, и я хочу научиться на нем зарабатывать. И при этом я хочу поделиться с вами всем, что будет происходить со мной на этом пути, чтобы вы могли не совершать моих ошибок или наоборот повторить мой успешный какой-то опыт. Станки, производство, это, конечно, можно все организовать, но я хочу показать, что можно начать с тем, что есть, и поэтому я ищу простые решения, которые может повторить практически каждый. А еще я понял, что стоит рассказать о себе больше, а то в комментариях там уже целые конспирологические теории развиваются на тему того, кто же я такой на самом деле, сколько миллионов у меня на счету. И Денис, по-моему, это вы. Денис – это человек, который выиграл светильник, который я, опять же, сегодня уже отправлял. Денис, по-моему, вы в комментариях писали о том, что на 1000 подписчиков устроить спецвыпуск, да, с рассказом о себе. Но 1000 подписчиков случилось сегодня ночью, за что вам огромное спасибо. Я безмерно благодарен всем, кто меня смотрит, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет комментарии. И, как вы понимаете, спецвыпуск я выпустить не успею. У меня возникла одна идея. А может быть, провести как-нибудь стрим? Как вам вообще такой вариант? Или все-таки постепенно в роликах чуть больше о себе рассказывать? Потому что я не знаю, насколько будет интересен ролик, в котором будет моя говорящая голова вещать, рассказывать о себе. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете насчет идеи стрима. Я никогда в жизни этого не делал, и интересно ли вам будет такой формат. Но если нет,
то тоже пишите, в каком формате, может быть, тогда это все сделать. Пора переходить к тому, чтобы сделать что-то из ничего. Как вы видели, я забрал остатки обрешетки в транспортной компании. Что это будет? Вы скоро узнаете, а пока небольшой спойлер. Одна из деталей, которая будет использоваться в этом изделии, она присутствует в мастерской, и вы не раз ее на видео уже видели. Так что пока пишите в комментариях свои версии и предположения, а я начинаю. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never see me bitch now, I don't complain. Помните это ведро с саморезами из выпуска про столик из USB-шпаклевки? Я не помню, говорил я об этом или нет, но этот столик достаточно быстро продался. Как вы помните, вложил я в него всего 130 рублей, и то я мог бы этого не делать, я мог бы не покупать эти ножки, а найти что-нибудь в мастерской. А продал я его за 3500 рублей. И выпуски из серии «Бизнес без вложений», где я делаю что-то из ничего, призваны показать, что заработать можно на чем угодно. Главное применять свою фантазию и просто начать что-то делать. Flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that. Чуть не попал в просак с тем, что это вообще получилась предельная высота пиления для моей торцовочной пилы. И что хотел сказать, при работе вот с таким вот бэушным деревом, всегда нужно обращать внимание на наличие каких-то посторонних предметов в дереве. Я имею в виду гвозди и саморезы. И я вроде отбирал заготовки, но при этом я пропустил таки один саморез. И получается, я немного затупил пилу, но вроде все обошлось. Делаем дальше. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no... Но зато я успешно попал в просак с другим. Я неправильно снял размеры с ключевого элемента, с нашего элемента загадки. Кстати, есть уже предположение, что это может быть. И поэтому мне пришлось брать другие заготовки. Соответственно, я их сейчас опять проверяю на наличие саморезов. И делаю все по новой. Продолжаем. still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. А еще мне в комментарии написали, что нужен бренд, логотип. Нужно, в общем, заняться внешним дизайном своего бизнеса. И это правильно. А еще важна история. История создания предмета, история создания компании или история автора. И у этого предмета, который я сейчас делаю, тоже будет своя история. Мне достался листочек, накладная от того, что было в этой посылке. И поэтому я знаю, откуда приехали эти деревяшки. А эти деревяшки приехали из Амурской области, из города Благовещенск. Я не знаю, есть ли у меня оттуда зрители, было бы на самом деле очень прикольно. И не менее важной составляющей, чем логотип и бренд, это, конечно, история. История, которая их наполняет. И мою историю мы пишем с вами вместе. Я, кстати, не знаю, мне это привиделось или нет. Был такой сериал, в котором продолжение истории зависело от зрителей. Если был, напишите мне, пожалуйста, что за сериал. Я его точно не смотрел, но почему-то мне кажется, что подобная история имела место быть. Так вот, и вы можете повлиять на развитие моей истории. Пишите в комментариях, что я могу сделать из ничего или из чего я могу попробовать что-то сделать и заработать на этом. Спасибо всем, кто в комментариях пишет мне про средства индивидуальной защиты. Защитой глаз я никогда не пренебрегаю, а вот защитой органов дыхания... Каюсь, грешен, но я обещал исправиться, и поэтому я исправляюсь. Сегодня я буду работать в маске. Как вам мой видок? You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. И возможно, окажутся правы те, кто считает, что у меня ничего не получится, хотя я верю в то, что я делаю. А еще мне в комментариях писали, что друзья и близкие искажают картину. Так вот, я позволю себе не согласиться с этим утверждением. Во-первых, потому что у меня замечательные друзья, как я говорил в одном из выпусков. А во-вторых, мои друзья не боятся мне сказать, когда считают, что я что-то делаю не так. Причем сказать это, естественно, аргументированно. И более того, мои друзья не боятся признаться мне в том, что они не верят в какой-либо из моих проектов. А такое уже было не раз. Так что мне остается только верить в себя, в свои силы и двигаться вперед.
Изделие почти готово. И, возможно, кто-то скажет, а что это за изделие такое из синюшного дерева? Я на этот счет немного подготовился уже. У меня здесь есть антисептик, которым я обработаю древесину. Антисептик не который защищает от образования плесени, а который убирает плесень. И затем, естественно, я покрою дерево защитным составом. А сейчас мне предстоит завершить сборку изделия. till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. И я все еще использую запчасти от светильников, из которых я делал светильники из люминесцентных ламп, которые мне пригодились при изготовлении светильника из фильма «Джентльмены». Теперь я буду использовать от тех светильников вот эти вот тросики. И как я рассказывал в одном из шортс на DIY-канале, что если у вас нет специальных зажимов для троса, для этого можно использовать обычные клемники. Но поскольку у меня концепция дешево или бесплатно, в данном случае это бесплатно, я решил воспользоваться своим же советом. Оба изделия готовы, и как вы все, наверное, уже догадались, второе изделие это тоже светильник, идея которого пришла мне сегодня по дороге в мастерскую. Почему я решил не останавливаться на светильнике, с которого начался этот выпуск? А все потому, что для него у меня родилась новая идея, о которой вы узнаете в одном из следующих выпусков. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч, а я пошел дальше двигаться к своей мечте. И, конечно же, после того, как светильники были готовы, я их сфотографировал для того, чтобы продать на Авито.